Егор смотрел на жену и не мог поверить, что это не сон. Нет, он знал, что она раньше была замужем. Они даже разошлись с мужем сразу же, как только тот узнал о ее болезни. Но то, что теперь к ним переедет ее 10-летний сын, ему было совершенно не по нраву. Он сотрудник прокуратуры, все время пропадает на работе. Ника все время болеет и большую часть своего времени проводит в онкологической клинике. А тут еще ребенок. Нет, детей Егор очень любил и даже сам мечтал о детях. Его первый брак распался по причине того, что у них не было детей, и он надеялся, что когда Вероника выздоровеет, то обязательно ему подарит наследника или наследницу, а воспитывать чужого отпрыска не входило в его планы. «Егор, ну как ты не понимаешь? Я же не специально». «Я знаю, но тебе нужно было предвидеть такой поворот дел». Ника тут же нахмурилась, и Егор по одному только ее виду понял, что она едва держится, чтобы не расплакаться. В глубине души он прекрасно понимал Нику. Она и правда ни в чем не виновата. Родителей у нее нет, родственников тоже. Вышла замуж, даже какое-то время жила вполне себе счастливо, пока с ней не случилась эта беда. Свекровь тут же заголосила, что Ника ее сыночку жизнь испортила, и начала взывать к ее совести. Мол, тебе все равно туда, ты хоть бы об Александре с сыном подумала. Ты же их со своим лечением по миру пустишь. Ладно бы польза была какая, а так деньги на ветер. Ника, конечно же, сильно обиделась, но виду не подала. В глубине души она и сама и не верила в свое исцеление. Просто тяжело осознавать, что тебе осталось совсем немного, когда у тебя есть маленький ребенок. Первое время муж Ники стойко отмалчивался и никак не комментировал слова матери. А потом и он начал упрекать жену в том, что она почти не работает, а денег на нее уходит значительно больше, чем на остальных членов семьи. И вообще, если хочешь лечиться, ищи деньги сама, а на меня не рассчитывай. А Ника и не рассчитывала. Ей бы выздороветь. Тогда бы она забрала Никитку и уехала куда-нибудь подальше. Однако время шло, а улучшение все не наступало. Лечащий врач Ники выписал ей направление в столичную клинику, на лечение в которой у Ники просто не было денег. Муж снова отказал в помощи, он уже не скрывал, что солидарен с матерью, и что тратить деньги на ее лечение равносильно безумству. «Ну скажи мне, какая столица? Тебе здесь не могут помочь. А там что, не люди, а боги работают? Ты как хочешь, а я ни копейки не дам. Я, между прочим, на автомобиль копил, а не на твою операцию с химией». «Саш, ты только Никитку береги. Я постараюсь как-нибудь сама найти деньги». Постарается она. Как же? Через неделю Вероника поехала в столицу. Как она и предполагала, цены на лечение там были космическими, и женщина даже упала духом. Она медленно брела по светлому коридору и старалась не смотреть по сторонам, чтобы окружающие не заметили, что она плачет. Обидно очень, когда у тебя вроде бы и есть муж, а на самом деле ты одна-одинешенька. У выхода она столкнулась с мужчиной и, потеряв равновесие, чуть не упала. «Извините, я вас не ушиб?» «Нет, что вы, это вы меня простите, задумалась я что-то». Это была ее самая первая встреча с Егором, ее нынешним мужем. Потом Ника долго бродила по городу в поиске хоть какой-нибудь работы. Женщина надеялась найти работу, чтобы хоть как-то накопить деньги на лечение.
Однако везде она слышала отказ. Казалось, работодатели по одному лишь ее внешнему виду определяли, что работник из этой худенькой и бледной женщины никудышний. На тот момент Ника и правда чувствовала себя неважно. Голова кружилась от слабости, а ноги гудели от долгой ходьбы. Устав, женщина присела на скамейку. От бессилия и обиды на весь белый свет хотелось плакать, но она понимала, слезами горю не поможешь. Набрав номер мужа, женщина долго слышала гудки, пока не услышала звонкое «Алло». «Извините, а где Александр?» «А вы кто?» «А, ты, наверное, Ника». «Так слушай, Ника, Саша сейчас в душе, и, как ты понимаешь, я так, кто займет твое место, когда тебя не станет». В этот момент Вероника все поняла. Вот почему и свекровь, и муж относились к ней так. Они, оказывается, давно подыскали ей достойную замену. Ну что же, раз так... Ника вскочила и решительно пошла в сторону проезжей части. Вот едет огромный внедорожник. А что? Отличный вариант. Сразу видно, водитель очень богат, и ему за наезд ничего не будет. А она под колесами такой махины точно погибнет. Однако ей не удалось осуществить задуманное. Водитель внедорожника успел затормозить и остановился за несколько сантиметров от испуганной, приготовившейся умирать женщины. «Ты что творишь?» «О, это опять вы? Что на этот раз?» И тут Нику прорвало. Она плакала навзрыд и не могла остановиться. Вокруг начали собираться люди, и водитель внедорожника, усадив ее на переднее сиденье, повез в более безопасное место. «Кстати, я Егор, а вас как зовут?» «Ника. Что же вы жизнь свою не цените?» Ника молча всхлипывала, пытаясь держать себя в руках, чтобы не разреветься. Однако в кафе, куда они приехали, женщине все-таки пришлось рассказать и о своей болезни, и о сыне, и о предательстве мужа. Егор молча выслушал, потом сделал несколько звонков и с улыбкой сказал: «Ну что, я вас поздравляю. Сейчас мы пообедаем, а потом я вас отвезу в самую лучшую клинику страны». «Но у меня нет таких денег». «Не переживайте, все уже оплачено». И правда, Нику положили на обследование, чтобы впоследствии выработать правильную тактику лечения. Александр позвонил лишь однажды, и то только для того, чтобы сообщить ей, что подает на развод. Все время, что Ника лежала в клинике, ее навещал только Егор, и только благодаря ему ей удавалось всеми силами цепляться за жизнь. Лечение помогло, болезнь постепенно отступала, и Ника понимала, что скоро ей придется возвращаться туда, где ей все будет напоминать о прошлом, и где она никогда больше не увидит Егора. Однако Ника не учла одного. Егор неспроста решил ей помочь. Он влюбился в нее как мальчишка и теперь ни за что на свете не хотел ее отпускать. После развода Никита остался с отцом. Так решил суд. Мол, больная женщина без жилья и работы не сможет обеспечить ребенка всем необходимым. А Ника и не настаивала. Ее отношения с Егором только перешли на новый уровень, и она не могла повесить на него еще и своего ребенка. Вот только если бы он сам предложил ей. И вот теперь, спустя несколько лет, ей позвонила незнакомая женщина и сообщила, что Александр с его женой погибли, а его мать теперь на всю жизнь останется прикованной к постели. «Ваш сын сейчас у меня, только мне не нужен чужой ребенок. Либо приезжайте и забирайте,
либо я отвезу его в детский дом». Этого Ника не могла допустить, поэтому она тут же поставила мужа в известность. Мол, так и так, Александр с женой погибли, и теперь Никита остался совсем один. Естественно, Егор был против того, чтобы в их доме появился чужой ребенок. Вот только он не мог понять, как объяснить Веронике, что ее он любит, а ее сына любить не обязан. Да и вообще, дети в таком возрасте такие непредсказуемые. Вдруг он курит, или еще хуже, ворует. А если он задира, тогда их будут по школам из-за него таскать. Однако, как бы он этого не хотел, Никита все-таки переехал к ним. Мальчиком он был рассудительным и мудрым не по годам. Он прекрасно понимал, что его мать болеет и поэтому вынуждена была уехать. А то, что она его не забрала, так это же не ее дом, а Егора. И вообще, если честно, Егор не обязан его содержать. Егор тоже так думал, что он не обязан заниматься воспитанием чужого ребенка, и уж тем более содержать его. Но что только не сделаешь ради любимой женщины. Пришлось пойти на уступки и, пожертвовав комнатой для гостей, сделать из нее комнату для подростка. Ника снова ложилась в больницу, и Егора злило, что теперь ему придется присматривать за Никитой. Однако, вернувшись с работы, Егор сильно удивился, когда его встретил сверкающий чистотой пол и аромат еды. «Ника?» «Дядя Егор, извините, я тут немного похозяйничал, полы помыл, посуду. Вот, ужин приготовил, картошку пожарил с мясом». «Где ты всему этому научился-то?» Бабушка часто болела и лежала в больнице. Отец часто мотался по командировкам. Его жена заставляла меня и полы мыть, и посуду. Я и стиральную машинку даже загружать могу, и белье развешивать. А готовить? Как ты научился? Смотри, у тебя даже ничего не подгорело, и все так вкусно и аппетитно. Тебе сколько сейчас? 10? 10. Отец, когда уезжал, его тетя Света тоже куда-то пропадала, и мне приходилось готовить самому. Понятно. Спасибо тебе за ужин, но посуду я помою сам. А ты иди, делай уроки и спать. Хорошо. На следующее утро Егор вызвался отвезти Никиту в школу. Мальчик вышел из автомобиля и поспешил к зданию школы. Егор смотрел ему вслед и думал: такой маленький, а сколько ему пришлось натерпеться. Внезапно Никиту обступили мальчишки и стали его задирать. Егор вышел из своего внедорожника и быстрым шагом направился к обидчикам. Схватив за уши особо задиристых, он потащил их к директору. Оказалось, Никиту давно обижали, обзывая безотцовщиной. Вот только мальчик молчал, чтобы не доставлять проблем больной матери, а учителя меры не принимали. Егор в кабинете директора рвал и металл. Вскоре по стойке смирно в кабинете стояли и обидчики Никиты, и их родители, и даже директор. Теперь все знали, что Никита никакой не безотцовщина, а сын Климова Егора Андреевича, местного прокурора. «Ты почему ничего не рассказывал мне?» «Я маму расстраивать не хотел, а у вас своих забот хватает». «Маму расстраивать и правда не нужно, а вот мне ты можешь рассказывать обо всем на свете. Договорились?» «Договорились. Дядя Егор, вы, главное, маму не обижайте. Я обещаю, я вам мешать не буду. Я буду тише воды, ниже травы». Вечером Егор зашел в комнату Никиты, чтобы проведать его. Мальчик спал, свернувшись калачиком.
Рядом на подушке лежала фотография его мамы. Егор тяжело вздохнул. Когда-то и он засыпал с фотографией матери. Только его матери тогда не было в живых, и он спал не у себя в комнате, а в детском доме. Теперь он прокурор и всего достиг сам, а вел себя так, даже вспоминать стыдно. Вот с чего он решил, что Никита плохой. Нормальный мальчишка, работящий, умный. Если честно, он всегда мечтал о таком сыне. Может, это судьба? Через неделю Егор и Никита поехали в клинику за Вероникой. «Ну как вы, мои дорогие?» «Мы хорошо», — ответили они хором и дружно засмеялись. «У меня для вас сюрприз. Доктор сказал, что это моя последняя химия». «У нас тоже для тебя сюрприз. Через неделю будут каникулы, и мы едем отдыхать в горы». «Да, мама, мы едем в горы. Я сам выбирал турбазу, а папа забронировал». «Дядя Егор, ты же не против, если я буду называть тебя папой?» «Конечно, не против. Папа звучит гораздо круче, чем какой-то дядя. Не так ли?» Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.